Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашему холодильнику. Эта вещь есть у каждого человека, то ли в доме, то ли в квартире. И, конечно же, с помощью холодильника мы можем сделать наш дом изобильный и процветающим. Почему это именно так? Далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. В нашем доме или квартире достаточно много различных предметов, различных вещей, которые помогают нам в жизни. Однако есть вещи, которые менее важны, есть вещи, которые более важны. И, конечно же, каждый предмет, который есть в нашем доме, он излучает определенную энергетику. При этом эта энергетика может быть либо отрицательная, либо положительную. И возникает вопрос, а какую же несет энергетику наш холодильник? Приносит ли он нам изобилие? Счастье, процветание, здоровье, достаток. Поэтому давайте разберемся в этом, казалось бы, простом вопросе. Давайте начнем с того, что провод, шнур холодильника всегда должен быть в исправности и, конечно же, включен в исправную качественную розетку. Сам холодильник старайтесь сделать так, чтобы он не должен быть старым, с пробитым, например, корпусом и, конечно же, не должен бить током. Если у вас есть проблемы какие-либо с холодильником, это не рекламная кампания, но вы должны осознавать и понимать, что такой холодильник стоит все-таки заменить новым. Потому что все-таки вы должны понимать, что, во-первых, это по технике безопасности, а во-вторых, в ситуации это все-таки и энергетика. Помним, когда у нас что-либо поломанное, нормально не работает, то происходит искривление энергетики в нашем доме. А это со временем приводит к определенным обстоятельствам и событиям в нашей жизни. Следующее условие вашего холодильника изобилия – это его расположение. Поэтому лучше всего, если местом холодильника будет кухня, друзья, и только кухня. В очень редких случаях, когда вы не можете разместить холодильник в кухне, потому что, например, в многоэтажках, как правило, у нас по проектам, кухня просто крошечная, то допустимо разместить холодильник в коридоре квартиры. Но обращаем ваше внимание, что в этой ситуации между холодильником и входной дверью должна быть какая-то преграда. Например, перегородка, ширма или шкафчик. Никогда не размещайте холодильник напротив входной двери, потому что такое размещение вашего холодильника приносит вам только неприятности и нищету. Следующее условие, очень важное для холодильника, это его чистота. Ваш холодильник всегда должен быть чистым и опрятным. Хотя сейчас в новых холодильниках есть функция No Frost, но вы должны понимать, что это не означает, что холодильник не надо периодически размораживать и полностью мыть. Также старайтесь почаще протирать или мыть полки. Не допускайте захламления холодильника всевозможными старыми, зачерствевшими, заплесневевшими всякими кусочками, баночками, кастрюльками с остатками просроченной пищи. Почаще перебирайте содержимое своего холодильника, просматривая срок годности и свежесть продуктов. Потому что именно скопление просрочки именно продуктов питания притягивает не только ваш холодильник, но и вашу жизнь негативные энергии, которые в свою очередь тормозят приток денег в вашу жизнь, а также нужду, лишения и другие неприятные моменты. А вот неприятные запахи, которые могут появиться в вашем холодильнике, можно легко устранить с помощью, например, кофейной гущи, которой много остается после использования кофемашины. Достаточно насыпать ее в керамическую чашечку и поставить на одну из полок холодильника. Просто не забывайте, опять же, менять
такую кофейную гущу, например, раз хотя бы в неделю. Далее, друзья, никогда не оставляйте холодильник там рядом именно с огнем, потому что получается ситуация следующая. Холодильник постоянно будет соперничать по энергиям у газовой плиты. И такая ситуация ничего хорошего принести не сможет. Также не размещайте холодильник рядом с любым огненным объектом. Это может быть и плита, это может быть и духовой шкаф, это может быть даже микроволновка. Подумайте об этом. Еще одно важное правило касательно вашего изобильного холодильника – это холодильник, который может привлекать нужду, нищету и неприятности. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы ваш холодильник всегда был чистый, наполненный свежими продуктами. И тогда, в таком случае, такой холодильник всегда будет привлекать положительные энергии и активировать эти энергии. Если у вас есть лекарства, которые вы используете и оставляете на хранение в холодильнике, то обязательно положите их в пластиковый бокс и в свою очередь в дверцу холодильника. Это лучше всего, таким образом вы закроете энергетику к всяким болячкам, неприятностям и также к тому, что таблетки все-таки энергетически воруют наше здоровье. Обращайте на это особое внимание. А чтобы привлечь в ваш дом или в квартиру достаток, изобилие, богатство, положите на верхнюю полку вашего холодильника красный холщовый мешочек, набитый рисом и монетками. Только, пожалуйста, следите, чтобы рис не плесневел, а монетки не заржавели. Если такое происходит, то просто наполнитель поменяйте на новый. Мешочек или постирайте, или лучше, если у вас есть возможность и время, сшейте новый. Еще можете на нижнюю полку положить зеркало. Именно так визуально будет увеличиваться количество продуктов. А полный холодильник – это прекрасный магнит для изобилия и богатства. А вот на верхнюю полку поставьте каменную синего, черного или зеленого цвета пирамидку. Очень полезно держать в своем холодильнике определенные атрибуты богатой жизни. Например, это может быть какой-то дорогой алкоголь, это может быть баночка красной, например, или даже черной икры, варенье из лепестков роз, или что-то другое на ваш вкус, все зависит от человека, но обязательно не дешевое. Прекрасно это будет привлекать к вам изобилие и процветание. Многие любят вешать на холодильник различные магнитики, которые они привезли из разных мест. И здесь ограничение только одно. Следите, чтобы на них не было угрожающих углов, изображений, например, костей, черепов, того, что не нужно. А вот изображений на магнитиках любых атрибутов и символов богатства, например, это могут быть символы денег, символы слитков золота, монет. Как вариант, муляжи красной или черной икры в бочонках или на бутербродах в соответствии с какими-то позитивными надписями. Это все будет привлекать изобилие и достаток в вашу жизнь. Кроме того, когда вы открываете свой холодильник, каждый раз скажите следующие слова. Таким образом, это будет привлекать изобилие и достаток в вашу жизнь. Например, икру я положу, много денег получу. Или чистый холодильник большим деньгам. Или холодильник я потру, много денег получу. Также вы и сами можете написать такие волшебные слова, и это прекрасно будет работать для вас.